Христос воскресе, братья и сестры! Ас многогрешный раб Божий Георгий. Раба Божия Наталья. Являемся членами РПЦ Царской империи и верно подданными царя-патриарха Зосимы. Хотим засвидетельствовать свою поддержку нашему государю-владыке Зосиме, который за проповедь Слова Божия, обличение ереси МП и нечестивой антихристской власти находится в заточении. Во второй статье Конституции РФ сказано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Такие же слова написаны в Библии сатаны. Мы против этого закона. Что может быть общего у православных христиан с сатанистами? Ничего. Люди, очнитесь. Для православных христиан высшей ценностью является Бог во Святой Троице и Его святые заповеди. Если человек нарушает заповеди Божии, предает Бога, оставаясь в антихристовой системе, погружаясь в цифровой дурман, то он выбирает зло и соединяется с темными силами, обрекая себя и весь род свой на духовную и физическую погибель. Святитель Григорий Богослов сказал: если ты сам удалил себя от Бога, то вспомни, что удаляющийся от солнца проводит свою жизнь во тьме. В 29 статье Конституции РФ сказано, что запрещается пропаганда религиозного превосходства. Мы против и этого закона. В Святом Писании говорится: один Господь, одна вера, одно крещение. А 29 статья узаконивает все религии, ереси, лжеучения, секты, оккультные организации и ставит на один уровень с истинной веры православной. Святые страстотерпцы и князья, святители и преподобные, старцы, блаженные, исповедники, великомученики и новомученики российские. Все они на протяжении тысячи лет охраняли молитвы и строили мир русской цивилизации. Кто посмел это перечеркнуть? У меня вопрос ко всем живущим. Как на Святой Руси могли появиться такие законы? Просыпайтесь, люди. Русь святая Богом хранима. Попущена тебе власть антихристова за твое отступничество, предательство, за ереси. Но вопиет перед Господом сон святых земли русской просиявший, о помиловании Святой Руси. Послал Господь помазника своего царя державного патриарха Зосиму проповедовать слово живое, чтобы спала пелена с глаз народа православного. Освободилась от иго и воскресла Русь святая. Слышите, державный патриарх Зосима вышел на проповедь, а пропаганду ведут сатанисты, увлекая в свои сети. Анафема всем, кто написал и защищает нечестивые законы в Конституции РФ. Анафема! 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 Слава Христу! Смерть антихристу! Хотим обратиться ко всем православным христианам, которые находятся за оградой РПЦ Царской империи. Возможно, для вас звучат со всех сторон последние вразумления. Неужели не страшно? Видя не видите, слыша не слышите. Сколько державный владыка Зосима с митрополитом Енохом открывал вам глаза, обличая антихриста, ересь, экуменизм, ложь, подтверждая все пророчествами, фактами и предоставляя документы и видео. Почему, узнав это, вы все еще за оградой? Почему не радеете о своей душе? Неужели не представляете себя на страшном суде? Как будете вопиять ко Господу: прости, Боже милостивый, не поверили! Только поможет ли это запоздалое раскаяние? Братья и сестры, окутал всех враг лживым дурманом, усыпил. Не заметили, как он туго закрутил гайки и из свободных рабов Божьих перевел в цифровых подневольных, управляемых, внушаемых, пассивных, безвольных, отступников от истинной Церкви Христовой. Ведь беззаконие творится не только во внешнем мире, но и внутри Церкви МП. Наш сосед хорошо знает маму одного священника. Так она говорит ему: ты в храм не ходи, дома молись. Почему? Спрашивает он. Да нехорошие там все стали. Но почему они такие стали? Оправдываются, валят все на время такое, озлобленные все. А почему такое происходит с людьми, не понимают. Не понимают, что, как говорил святой Максим Исповедник, если над чашей поминается ересь и арх, то хлеб и вино превращается в яд. И из раза в раз, приобщаясь к такого причастия, человек повреждается духовно. А тут еще цифра по рукам и ногам связали, нелегко вырваться, страшно.
только страх этот ложный. Представьте, чаша весов, и на одной чаше Царство Небесное, а на другой все наши временные страхи, документы, тленный комфорт, пороки, страсти. Что у вас перевесило? Батюшка Серафим Саровский говорил: если бы человек знал, что Господь приготовил ему в Царстве Небесном, он готов был бы всю жизнь просидеть в яме с червями. Как тяжело достучаться до вас, христиане, за ограды Царской империи. Не хотите принять, что это время лукавое и последнее. Ведь так много планов, так хочется еще пожить, так хочется достатка, всех благ себе, своим детям, да и просто простых человеческих радостей. А тут Царская империя со своим Армагеддоном. В январе 2017 года последний раз пошла на исповедь и причастие. Знала про подписание унии, про нарушение канонов, про осквернение храмов номерами. Знала и все же пошла. Решила, что в последний раз. Не знаю, когда найду еще истинного батюшку, а грехи мучают. Подготовилась на совесть. После причастия вышла из храма и почувствовала странное ощущение. Ни радости, ни легкости, ни любви не чувствовала, как раньше. Что-то другое. Не пойму, что со мной. Не могла подобрать слово своему состоянию. А над головой стала кружить ворона и каркать. Становилась не по себе. И тут у меня сорвалось с уст: может, это тишина такая? И услышала голос. Он звучал внутри и вокруг меня. Тихий и четкий, мягкий и скорбный одновременно. Пустота. Господи, пустота, точно. Ощутила ее во всем теле. Стало страшно. Почувствовала себя такой предательницей. Долго грешная заполняла эту пустоту. Господь милости вывел. Узнала про правила сей монахини Антония. Стала молиться за младенцев, а душа томится, ищет чего-то. Батюшка Василий Новиков хорошо встряхнул меня грешную своими проповедями. Дальше фильмы «Соль земли», «Русский ангел». Пересмотрела все фильмы по много раз. Перечитала все книги про батюшку Алексея Пенинского. А душа снова ждет, ищет, не находит покоя. И тут хочется немного отступить и рассказать. Многие почитатели батюшки Алексея Пенинского утверждают, опираясь на одно свидетельство из книги: батюшка говорил, царя в России не будет. Попался на этом и мой отец. Он очень почитает батюшку, читает ему акафист, получал от него неоднократно помощь и спасение на дороге. Поэтому безоговорочно верит, что говорил батюшка. Пыталась ему объяснить, что это было сказано в 90-е годы, когда люди массово вязли в цифрах, новых документов, о покаянии не помышляла. Ты вспомни себя в эти годы. Потом, кому батюшка говорил эти слова? Может, провидел он, что эти люди не примут царя. Поэтому он им и сказал: «Зачем вам царь?» А ты знаешь, что в Царской империи Боголюбова во время крестного хода обновилась иконочка, совершенно выгоревшая, батюшки Алексея Пенинского? Потом эта же иконочка у них и мироточила. Ну разве это не чудо? Сам батюшка показал, что он рядом с верными чадами Божьими. А тут еще дочка моя говорит: ну правильно, царя не будет в Эрефии, царь будет на Триединой Руси. Задумался наш деда, слава Богу. И вот однажды наткнулась в интернете на проповеди митрополита Зосимы и не могла оторваться. Я поняла, что нашла, что так долго искала. Поняла, что искала живого слова. Стала жить от проповеди до проповеди. Душа словно жаждала и наполнялась. Настолько приняла владыку Зосиму всем сердцем, что в душе наступил покой, доверие. И когда на владыку Зосиму полилась грязь, ни разу не засомневалась в нем. Даже не было ни малейшего желания смотреть и слушать эту ложь. Позже уже узнала про пророчество, что сердце почувствует царя. Так и произошло со мной. И сейчас, когда державного владыку удерживают незаконно и глумятся над ним, душа моя скорбит, плачет и вопиет ко Господу. Государь наш очень болен. У него порок сердца. Он словно взвалил на себя все язвы земли русской. За нас с вами он терпит жесткие муки, чтобы Господь даровал Руси возрождение. Терпит унижение в застенках. Его пытаются сломить, заставить отречься от проповеди за Христа. Вы слышите? Отречься от проповеди за Христа. Это их условие. И одному Богу известно, как тяжело нашему государю.
как горяча его молитва за Русь святую, и молится он и за вас, христиане за оградой царской империи, чтобы вы прозрели, видя все эти беззакония. Хочется напомнить слова святого праведника отрока Вячеслава о царе. Он соберет в себе всех христиан, которые не предали Бога. Это будет правитель для этих людей. Он со всей России отовсюду соберет к себе, потому что он, по словам отрока, станет против Антихриста, будет воевать с ним и победит его. И те люди, которых последний правитель соберет к себе, они будут помогать ему в этой войне. Это будет воинство Божие. Неужели не видите, что это пророчество сбылось? Это же про царскую империю, про державного владыку Зосиму, обитель Боголюбова, про братьев и сестер, не захотевших предавать Бога, принявших присягу и ступивших в бой, распространяя проповеди и видео для вразумления и спасения многих, про обличение Антихриста и его слуг. А враг, как ужаленный, натравливает всех друг на друга, разделяет, потому что боится сплочения и прозрения людей, боится духовного единства по всей триединой Руси. Думал, что, заточив нашего государя, сломает его и рассеется воинство Христово. Просчитался. Господь с нами, и все святые. Испытания закаляют, очищают. Молитва наша стала горячей, и просыпаются люди, присоединяются, и радуется сердце за них, что успели на корабль спасения. Враги одного не учли. Не в их власти решать, быть или не быть РПЦ Царской империи, воскрешению Руси. Все это в руках Божьих. И творят они зло ровно столько, сколько будет попущено Богом. Братья и сестры, очистим свои сердца от всякой ереси, неправды и греха. Господь не оставит чад своих и направит на верный путь спасения. В одном видео Валентина Афанасьевна рассказывала, что к ней приезжало 40 царей. Так скажите, пожалуйста, где эти 40 царей? Какие пророчества на них указывают и сбываются? По каким каналам они открывают народу Божьему правду, обличая Антихриста, пагубность лживой системы, уча живой вере? В каких застенках их пытают? Где их воинство? Тихо все у 40 царей. И врагу они не нужны, потому что пустышки. Даже игрушки в его руках, чтобы путать и уводить от спасения православных. А враг восстал на того, ком благодать Божия жжет его, обличает его, вот и чернит, нападает, мучает. Православные, за оградой царской империи. Неужели не видите плоды вражьи и не понимаете, какого царя вы еще ждете? Не боитесь обмануться и поклониться Антихристу? А в царской империи сердца горят. В царской империи один за всех и все за одного. В царской империи наше спасение и упование на милость Божию. Братья и сестры, времени не осталось. Делайте свой выбор на спасение души и всего рода своего. Спаси всех, Господь!